имеется условие, нужно сделать стабилизатор постоянного тока. Исходное напряжение 24 вольта. Но про разброс мне не сообщили. Там я предполагаю, что оно может быть будет гулять от 22 до 28 вольт, но я буду пока делать расчет ровно на 24, а там уже можно более просто пересчитать. И все это нужно конвертировать в стабилизированное напряжение 19 вольт. По самой простой схеме с общим коллектором и используя обычные стабилитроны. Значит, схемка простейшая, значит, будет выглядеть вот так вот. Это выход, тут какой-то резистор вспомогательный. Так. Вот, соответственно, минус, плюс 24 вольта и, соответственно, 19 вольт выход. Минус, плюс. Так, это общее. Здесь P210. Собственно, вся задача сводится к расчету, в общем-то, вот этого резистора. Ну, стабилитроны, допустим, какие-нибудь D814. Ну, вот я не помню марку стабилитрона, но у всех стабилитронов этой линейки ток от 30 миллиампер до рабочий до 3 миллиампер. При этом напряжение, ну, там пускай будет 9,5 вольта, чтобы получить, соответственно, 19 вольт. Но если точно, там должно быть около 10 вольт. Почему? Потому что здесь должно быть 20 вольт, а здесь база эмиттера около 1 вольта теряется, соответственно, здесь будет 19 вольт на выходе. Ну вот. Соответственно, в этой точке 20 вольт. Соответственно, здесь 4 вольта всего на резисторе. Пускай будет там запасом, ладно, хрен с ним, 5 вольт. 5 вольт. Вот. Дальше. Посчитаем ток на холостом ходу. Возьмем как раз вот это значение 30 миллиампер, максимальное для диодов. Почему? Потому что когда здесь будет уже нагрузка у нас какая-то, часть тока пойдет уже не через диоды, а в базу. Соответственно, ток, текущий через, ну, не диоды, я неправильно сказал, а стабилитроны, будет уменьшаться. Главное, чтобы он не стал ниже, чем 3 миллиампера. Вот эти подробности сейчас все просчитаем. Начинаем расчет. Какой же нам нужен здесь резистор, чтобы на холостом ходу обеспечить здесь ток 30 миллиампер. Ну, это считается просто по закону Ома, что вот если нужно R достать, то делим U на I, получаем 5 разделить на 0,03 и получаем, что 0,03. Получается резистор приблизительно 167 Ом. R равняется 167 Ом. Так, этот я взял из расчета, что если здесь будет какой-то светодиодик, просто чтобы было видно, что на выходе есть напряжение, то для него оптимально вот как раз при напряжении, если светодиод будет какой-нибудь АЛ-307 на ток 10 мА, то при 19 вольтах здесь будет 2 кОм,
самое то. Так, H21 от 15 до 60. Но здесь сильный разброс. Это указано в технических характеристиках. Вот. Но преувеличивать значение нельзя. Начнем исходить от минимального. Соответственно, если здесь будет протекать ток, уже установленный у нас 30 мА, и при максимально сильной нагрузке мы от 30 мА вот сюда, в эту сторону, ну, учитывая ПНП транзистор в эту сторону, берем 27 мА. Соответственно, 0,027 перемножаем на 15 и получаем допустимый ток на нагрузке. Смотрим. 0,027 умножается на 15. Получается 0,4 ампера. То есть больше, чем 0,4 ампера, вот именно вот эти вот радиодеталюшки плюс этот транзистор, они не могут обеспечить. То есть здесь можно долбануть более высокий ток и 5 ампер. Вообще транзистор этот по характеристикам легко может выдать 12 ампер. Но из-за низкого H21 и из-за ограниченных возможностей вот этой цепочки стабилизации у нас больше, чем 400 мА на выходе не получается никак. Соответственно, мощность какая? Умножаем на 19 вольт. То есть мощность, выходная мощность получается там в районе 7-8 ватт. И ток, соответственно, равен 0,4 ампера. Это мощность, которая возможна на выходе. Можем посчитать, какая мощность выделится на транзистор и вообще нужен ли радиатор. Соответственно, на транзисторе у нас будет, ну, если здесь 19 вольт, то 24 будет 5 вольт на транзисторе, по итоге 0,4 ампера. Смотрим, сколько это будет. 0,4 умножить на 5. 2 ватта. 2 ватта. То есть это фактически можно транзистор включать даже без радиатора. Ну или с маленьким радиатором. Потому что сам транзистор, он, по-моему, я уже не помню, то ли 15, то ли 45 ватт держит. Но это 45, это точно с радиатором только. 2 ватта его можно включить даже без радиатора. На выходе получить мощность 7-8 ватт. Ток не более 0,4 ампер. Выходное напряжение 19 вольт. При условии, что здесь будет 24 вольта, ну, видимо, плюс-минус 2 вольта, пишется в этот расчет еще. Если здесь принято побольше напряжения, вольт 30, то, конечно, расчет нужно немножко модифицировать. То же самое, что ниже, чем 22 вольта, здесь тоже уже он уже уйдет, но уже не будет качественной стабилизации здесь. Вот. В общем, вот такой вот приблизительный расчет, что хотя транзистор это достаточно мощный, 45-ваттный, то по классической схеме именно на одном транзисторе, вот если составной сюда поставить, то уже можно будет подумать о том, как вытянуть 45 ватт. Почему? Потому что у него очень маленький коэффициент усиления, аж 21. Чисто на одном транзисторе ток небольшой, мощность небольшая. Вот, собственно, весь расчет, все как есть.